Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». Карты прыгают, значит, хотят что-то рассказать. И сегодня, как и каждый день, совет на завтра. Что же, по мнению Таро, важно для вас знать завтра? Завтра будет рабочий день. Опять же, если даже это выходной день, у вас будет очень много дел, которые вы себе запланируете сделать в этот день. И рабочий это день, не рабочий это день. По этой карте могу сказать, что если рабочий, и особенно для тех, кому не нравится ваша работа, старайтесь найти что-то в работе, что вас устраивает. Потому что будет очень тяжело, по крайней мере, в пределах одного дня, из того, что я вижу, будет тяжело все делать. Вам не будет этого хотеться. И это особенно, я же говорю, для тех, у кого работа не совсем то, что вы хотели. Я всегда говорю, что если работа не нравится, если работа раздражает, то все-таки надо искать выходы и потихонечку двигаться куда-то. Это не значит, что надо уходить с работы. Но если вы себе поставите задачей, ну, например, освоить другую специальность, освоить что-то еще, поменять что-то на другую работу и будете смотреть, что, вот видите, я забыла выключить телефон, и он звонит. Извините, пожалуйста, продолжаю. Вот, так, когда вы ставите перед собой цель, и вы уже двигаетесь к чему-то, у вас и на том месте работы, на котором вы находитесь, меняется настроение, меняется состояние, и вам легче становится. А дальше уже, знаете, я очень много людей знаю, у меня клиенты есть, которые вот так вот не нравилась им своя работа, и мы сидели и искали выход, потому что уйти с работы и просто начать искать другую не было возможности. Ну, это я же понимаю. Легко сказать «смени работу», я же это прекрасно понимаю. Но когда дело идет к делу, человек же рассчитывает на эту работу для того, чтобы оплачивать питание, жилье и жизнь. И человек не может просто остаться без работы. Но когда клиент или клиентка, потому что у меня были и мальчики, и девочки вот с такими задачами, начинали осваивать что-то еще, начинали смотреть, что же можно сделать в данной ситуации для того, чтобы стало легче работать. Многие именно в своей работе находили что-то интересное. Вот оно приходило к ним, и они настраивали себя и повторяли себе именно позитивные установки, связанные с их работой. Поверьте, и работа и интереснее становилось работать. Некоторые даже бросали вот то, что они пытались уйти в другую стезю и оставались на своей работе. Поэтому выбор, конечно, ваш, но есть очень много вариантов, как чтобы работа стала комфортной. Давайте посмотрим еще, что скажут нам карты. Смотрите, если это выходной день, то будут какие-то дела, связанные с вашей семьей. И будут какие-то встречи именно с родственниками, с родными или близкими, в которых вы вот и будете обсуждать вопрос, связанный с работой или с бизнесом. И это может быть как с вашей работой или бизнесом, как с работой или бизнесом кого-то из ваших родных и близких. И вот тут я вот то, что вам рассказывала, видимо, для кого-то или для вас, или для кого-то из ваших родных и близких, это очень важный вопрос. Идет какая-то в душе борьба у человека, и он или она не знает,
что им делать? Ну а что делать, я как бы небольшой совет уже дала. Поступать этому совету или нет, это, конечно, ваш выбор. Но всегда можно, продолжая работать на своем рабочем месте, о чем-то думать и что-то искать. Всегда можно для этого найти время. А, кстати, вот тут еще и семья может помочь. Если будут дела, связанные с финансами завтра, и сами будьте осторожны, и смотрите, чтобы кто-то из ваших родных или близких не попал под обман. Если будете подписывать что-то, связанное не только с работой, любой контракт, любую бумажку, которую вы будете завтра подписывать, обязательно смотрите на мелкий шрифт и смотрите, чтобы не было. Это даже не обман, это какая-то кондиция, которую вы можете не знать, и потом вы можете себе сделать проблему. И смотрите, в отношениях, вот тут еще вижу ситуацию, когда или мужчина, или женщина, вы подозреваете свою вторую половинку в измене. Вот эту ситуацию я здесь вижу. Так вот, смотрите, не делайте поспешных выводов, потому что, скорее всего, вот если что-то необъяснимо, если что-то происходит, потому что происходит много-много вещей может, то это не измена, это именно исчезновение, там, например, не отвечает ваш мужчина или ваша женщина. Это что-то связанное с работой. Так что смотрите, не делайте поспешных выводов. А так все остальное было бы здорово проверять. И, конечно же, следите за питьем и питанием. Не переборщите с этим завтра.